Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События до конца весны. Доброе время мая, доброе небо мая как раз дает для нас новые возможности и располагает больше к тому, чтобы мы вспомнили, все же наш расклад называется «События до конца весны», и неплохо проанализировать, какие задачи мы ставили перед собой на начало весны, возможно, на начало года, что мы планировали и что мы сумели осуществить, а что для нас уже не имеет силы, не имеет смысла продолжать. Этот период майский благоволит к тому, чтобы вы были добрее к собственной душе, к собственным планам и простили себя, других за совершенные ошибки и сумели найти в себе силы идти дальше. И если мы не имеем возможности вернуться назад, чтобы правильно начать, то у нас есть возможность что-то продолжить совершенно в новом ключе, чтобы правильно закончить. Или отпустить с душевным спокойствием людей, ситуации, которые мы не можем изменить, и сконцентрировать свои силы и мужество на тех планах, которые изменить в наших силах. И понятно, мудрость помогает правильно оценить обстановку и где-то не наломать дров или себя не пришпоривать в тех ситуациях, когда это тоже не имеет смысла. Кому более интересно планетарный гороскоп для всех знаков зодиака, я оставляю в описании под видео, в инфобоксе, ссылку на свой сайт, на статью. Вы можете перейти к этой статье, прочитать и по знаку солнечному зодиака, можете по асценденту и даже по луне для себя. И я так надеюсь, какие-то подсказки будут. Мы же с вами идем дальше. У нас колода Таро поддержки, помощи ангелов. Патронажи даже ангелов. И первая карта. Что окончательно завершится до конца весны? А что нового войдет в вашу жизнь, мои дорогие весы, до конца весны? Или какая-то сфера жизни, может быть, более определена будет, прояснена? Неожиданности возможные. И чем запомнится вам период до конца весны? И дальше мы достанем 3 карты. Первое – событие. Или то, что придет в вашу жизнь для вашей радости. Или та сфера жизни, где больше свершений. Именно со знаком плюс. События, которые могут вас подтолкнуть к переменам. Или сфера жизни, где происходят эти самые перемены. И события, которые заставят измениться вас самих. Что же окончательно завершится? Вы знаете, вы будете чувствовать собственную силу. Шестерка жезлов – это карта победы, возможностей. И карта нам не говорит о завершении. То есть победа, какой-то итог вы получаете. Но вы не можете расслабиться, мои дорогие весы. Значит, в течение мая вы с чем-то точно определитесь. Как минимум, дела, работа, бизнес. Все же жезлы – это касается дела, работа, бизнес, деньги. Но иногда это победа своеобразная, когда вы решите вопросы личной жизни, почему нет, или оформите какие-то документы. Но карта также говорит, 50% успеха, все-таки сам по себе это карта успеха, требует того, что мало получить его, а вам придется удерживать какую-то ситуацию и, быть так на стреме отчасти, чтобы ничто не ускользнуло от вашего внимания. Правда, усиливать свои собственные позиции на дальнейший период. Если это касается сферы вашей личной жизни, значит, тоже как-то продолжить в правильном русле. Не можем мы здесь расслабиться. Нам нужно быть начеку и правильно оценивать обстановку вокруг нас, ну и собственные силы тоже. Что нового войдет в вашу жизнь? Карта апатии. Карта, когда вот были одни у вас сомнения, придут какие-то другие. И вот не знаю, мои дорогие весы, но карта именно об этом говорит. Поэтому не сомневайтесь в себе. Или, мои дорогие, что нового войдет? Вам захочется, правда, расслабиться. Может быть, не случайно выпадает шестерка жезлов в начале. И нам говорят о том, что удерживай ситуацию. А что нового? А нового, когда нам кажется, что мы расставили все по местам. И как раз можем успокоиться. И дальше пойдет все по накатанной, а на самом деле этого не происходит. Если мы только ослабим где-то хватку или ослабим контроль
все пойдет кувырком. Вот примите это во внимание. Здесь не то, что совсем что-то новое входит, а у вас как какая-то победа до конца весны. И вы вынуждены находиться, может быть, в определенном напряжении, что-то контролировать, еще продолжать. Но самое главное, не должно быть каких-то пустых мыслей. Быть реалистом. Продолжать это для вас будет важно. Неожиданности давайте узнаем. Правда, какая-то личная история. Десятка воды или десятка кубков – это карта радости, карта любви и семьи. И это в неожиданности. Но действовать все равно вам придется. Не потому, что мы расслабились и сказали, все вопросы я решил или решила. Нет. Здесь ваше благополучие требует ваших, может быть, активных действий или правильной оценки ситуации. Может быть, это будет связано у кого-то с поездкой, с переездом, с решением вопросов по вашей семье. Или это новые отношения. Над любыми отношениями нужно работать. Это не про расслабление какое-то, это где-то взаимовыручка, взаимопонимание. И поэтому продолжить, вот сохранять свою победу действительно придется. Но оно того стоит в неожиданностях. Десятка кубков. Любовь, мои дорогие, радость, эмпатия, взаимопонимание и благополучие, решение денежных вопросов. Это все то, что в неожиданностях. Позитивный период мая. Чем же вам запомнится? Вообще ваша карта. Это так выглядит у нас король воздуха или король мечей, но в этой колоде карт это у нас респектабельный человек и эксперт. Тот, который готов прийти на помощь, тот, который надеется сам на себя, правильно умеет распределить собственные силы, это надежный друг, это может быть рост вашей значимости, вашей популярности, получение вами должности. Или все же ваша карта даже не значит, что меня, допустим, смотрят девочки, а у нас выпадает король. Я повторюсь, эксперт, респектабельность, вот все эти значения именно в этой колоде карт проходят с этими словами. Поэтому это вы свое качество жизни будете менять уже в течение мая. И правда, некогда расслабляться. Тут все что-то на увеличение. Или, мои дорогие, чем запомнится май, вы будете согласовывать что-то с юристами, у кого-то, может быть, и с адвокатами, или узнавать, как в отношении вас работает закон, какие-либо оформлять документы. Может быть, вы отправитесь в банк, чтобы оформить какой-то важный кредит или, наоборот, рассчитаться с этим кредитом. Взаимодействовать с другими людьми вы можете, и вам запомнится период до конца весны, что я в другом обществе, с людьми, которые по статусу выше вас. И такое тоже может быть. Когда вы захотите, возможно, изменить свое окружение, и для кого-то это будет связано с изменениями в личной жизни и приход в вашу жизнь новых людей со стороны партнера, его знакомств. И тоже такое может быть. Само по себе меняется ваш статус и качество жизни, мои дорогие весы. И правда, некогда расслабляться, некогда тут хандрить и себе какое-то там былое и думы. Вот такое может быть, и это будет вам только мешать. Давайте мы посмотрим события, которые для вашей радости, благополучия, что тут скажешь, двойка жезлов, два партнера смотрят в одном направлении. Я всегда говорю, знаете, суметь договориться или быть великим дипломатом – это по вашей части. Большое дело. Мы не должны переделывать людей под наш какой-то шаблон. Или не должны настаивать на своем. Нам ведь это тоже очень тяжело. Вот вы, допустим, думаете как-то по-своему, или у вас какой-то свой уклад. Мы встречаем другого человека, и мы не должны его переломать как-то под себя. Фокус в том, что мы должны правильно договориться. Вот как раз не изменить кого-либо, а найти общие точки взаимодействия. И тогда, пусть даже двое разных людей, и думают они по-разному, но они смотрят в одном направлении. Вот именно какое-то событие по части партнерских отношений, либо в личной жизни, либо по части
работы, взаимодействия, взаимопонимания. Может быть, для кого-то у нас карта эксперта, респектабельного человека. Это кто-то вам будет помогать построить карьеру, может быть. Или не буквально помощь, а просто лояльное отношение к вам. А вы это как-то используете себе во благо и сумеете во многих позициях договориться. И это тоже вам будет помогать. Это то, что для вашего благополучия, радости, сама по себе дипломатия, закрыть многие вопросы и решить. События, которые изменят или подтолкнет вас к переменам. Шикарно. Карта императрицы. Смена статуса. Мои дорогие девочки, для кого-то я жду ребенка. Почему нет? Может быть и так. Мои дорогие мужчины, неважно, это есть ваша какая-то новая концепция жизни или вашего жизненного уклада. Да, для кого-то женщина очень важная в вашей жизни, но все же это карта власти, власти доброй, и здесь одновременно про дипломатию. Это новое осознание самого себя. Это активность, но в другом ключе. Это новые возможности. И вообще, что может быть лучше? Мои дорогие весы, это сама по себе Венера, ваша планета-управитель, которая в течение мая вам будет помогать. Но не расслабишься, повторюсь, потому что эту победу нужно удерживать. И неважно, чего касается денег, бизнеса, работы или личной жизни. Все должно быть в комплексе и под вашим вниманием. Ни одну возможность вы не должны упустить. Но если все же мы спросили события, которые изменят вашу жизнь или подтолкнет к переменам, я так больше вижу с учетом десятки воды, что перемены в личной жизни. И поэтому тот, кто один или одна, ну точно как у Бродского, выйди, точнее у Бродского не выходи из комнаты, а вот для вас как раз посыл к тому, чтобы завершить какой-то свой сольный вариант, потому что доброе небо мая способствует новым знакомствам. Что же, как событие, заставит изменить вас, самих себя? Еще один старший аркан, причем старший аркан, который тоже о переменах, о возрождении. Это 20-й старший аркан, и нам говорят: оставь прошлое прошлому. Не оглядывайся назад, иди вперед. Это избавление от боли, избавление от страданий. Мы задали вопрос, что же вас заставит изменить самого себя. А вот обстоятельства жизни. Удачное может быть все то, что вы проделали до того, и то, чем вы будете завершать, или какой-то план, как по взаимодействию в какой-то сфере вы себе продумаете, или вы будете развивать свое творчество. Все же старший аркан, у каждого по-своему. Для кого-то это важный переезд или важный человек в вашей жизни, или вы подпишете какие-то важные документы, и для вас это как зеленый свет. Есть то, что вы осуществите вот по вашим планам, то, что уже сейчас вы осуществляете, то, что должно быть продолжено, как и в личной жизни, как и по деньгам, так и по вашему труду, виду занятости, так и в последующем. Это тоже уже прогресс, но в совершенно новых энергиях, которые вас заставляют измениться. Сами по себе перемены, как и статус, вас заставляют увидеть себя как-то совершенно иначе. Это то, что вас будет вообще все вдохновлять. И правда, доброе небо мая, мои дорогие весы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.